Полет на самолете перестал считаться подвигом после того, как на борту появились туалеты. Сегодня мы поговорим о том, как устроена система водоснабжения и удаления отходов в самолете. Поехали! На первых самолетах туалетов не было вовсе. Полет короткий, самолет маленький, а пилот терпит. Поэтому заморачиваться с туалетами было незачем. Но когда авиаперевозки стали массовыми и полеты стали длиннее, инженерам пришлось решать вопрос, как обеспечить комфорт пассажирам. Потому что не все из них были готовы терпеть тяготы и лишения длительных полетов. И тут на сцену выходят гравитационные туалеты. Одним из первых самолетов с полноценной туалетной комнатой стал Handley Page HP-42. Первый полет он совершил в 1930 году, брал на борт до 38 пассажиров и был оборудован туалетом гравитационного типа. Как это работало? Унитаз был подключен напрямую к клапану в фюзеляже. Нажимаешь рычаг, и содержимое просто улетает вниз наружу. Удобно было почти всем. Инженеры ценили простоту конструкции, пассажиры ценили отсутствие запаха, но вот жителям деревень под воздушными трассами было как-то не очень. В 1946 году Douglas DC-6B стал одним из первых самолетов с накопительным туалетом. Это был уже полноценный унитаз и под ним отдельный бак, куда все собиралось. Минусов было ровно два. Смыв требовал воды, и ее расходовалось много, баки переполнялись быстрее, чем хотелось бы. В итоге на длинных рейсах туалет мог закрыться раньше времени. Плюс этот объем воды нужно было возить с собой от взлета и до посадки. Поэтому следующим шагом стали рециркуляционные туалеты. Перед полетом бак для сбора отходов частично заполняется специальной жидкостью. При нажатии на кнопку смыва в работу включается небольшой электрический насос, который забирает санитарную жидкость из бака и подает ее в чашу унитаза для очистки и дезинфекции. Сама жидкость, пройдя через чашу вместе с ее содержимым, возвращается обратно в бак. Сам бак условно разделен на грязную и чистую зоны. Химжидкость перетекает из грязной зоны в чистую через фильтр, который задерживает крупные частицы. И этот процесс повторяется на протяжении всего полета. Получается такой биотуалет. Помимо всего прочего, в баке установлен датчик уровня жидкости. Если бак почти полон, то у бортпроводников загорится сигнализация, и экипаж просто закроет туалеты. После полета содержимое баков сливается через специальный штуцер в ассенизационную машину, после чего с помощью этой же машины выполняется промывка бака чистой химжидкостью. Для этого в баке установлены специальные форсунки, которые обеспечивают максимальную площадь обработки бака. В больших самолетах таких баков стояло несколько, и каждый из них нужно было опорожнять и обслуживать отдельно. Плюс ко всему запахи и утечки, а также та самая легендарная проблема голубого льда, который иногда падал на землю прямо на чьи-то крыши или машины. FAA и NTSB даже фиксировали такие случаи официально. Нужно было что-то менять. И следующий шаг сделал Boeing. В начале 80-х на новых 757 и 767 появились вакуумные туалеты. Легкие, экономичные и чистые. Именно они стали стандартом для всей гражданской авиации. Теперь давайте заглянем внутрь и посмотрим, как устроена конструкция вакуумного туалета и почему он так громко, но эффективно работает. С виду вакуумный туалет ничем не отличается от обычного. Та же кнопка смыва, та же чаша. Но внутри скрыта целая инженерная система. Начнем сверху. Казалось бы, что может объединять сковородку и унитаз в самолете? И то, и другое покрыто тефлоном. Чаша унитаза покрыта этим гладким материалом ровно с той же целью, чтобы к ней ничего не прилипало. Когда вы нажимаете кнопку смыва, в чашу подается не больше стакана воды, ровно для того, чтобы смочить поверхность. Под чашей расположен герметичный клапан. В норме он закрыт, а при смыве открывается буквально на считанные секунды. И вот где-то тут начинается магия. Вакуум в системе создает мощный поток воздуха. Содержимое чаши буквально высасывается в трубопровод, и именно этот процесс и дает тот самый громкий, от которого многие пассажиры вздрагивают. Откуда в системе взялся вакуум? Когда самолет находится на земле, то его создает вакуумный генератор, который создает разрежение около 0,3 атмосферы. Но те, кто смотрел ролик про систему кондиционирования, должны помнить, что с ростом высоты уменьшается давление за бортом. И конструкторы это учли. На высоте примерно 4800 метров электрический компрессор отключается, а сливной бак соединяется с атмосферой, и дальнейшая работа системы обеспечивается исключительно за счет перепада давления между салоном и атмосферой. Отходы по системе труб попадают в накопительный бак.
В узкофюзеляжных самолетах такой бак, как правило, один, а в широкофюзеляжных их может быть больше. Бак завернут в обогреваемый чехол, чтобы ничего не замерзло на высоте. И точно так же имеет датчики уровня для защиты от переполнения. А обслуживается все это через сервисную панель на фюзеляже. Точно так же, как и рециркуляционные системы. Только в этом случае панель будет одна на весь самолет. Таким образом, система устроена максимально экономно. Минимум воды, минимум веса, никаких запахов и не требуется предварительная заправка специальными жидкостями. Плюс к тому же все централизовано. Помимо унитазов, в систему сбора отходов также входят раковины. На большинстве самолетов они устроены просто. Все, что утекает из раковины, просто улетает наружу через специальный сливной насадок, который имеет обогрев, чтобы избежать нарастания льда. Но в некоторых самолетах содержимое раковин собирается в тот же самый бак, что и остальные нечистоты. Туалеты – это только половина истории. Ведь чтобы они работали, а бортпроводники могли приготовить чай и кофе, в самолете должна быть целая система водоснабжения. Весь запас воды на полет заливают еще на земле, в специальные баки. На узкофюзеляжных самолетах водяной бак, как правило, один, а на больших лайнерах их может быть и 2, и 3. Баки находятся под полом, а все потребители наверху, в пассажирском салоне. Поэтому, чтобы доставить воду к раковинам и кофеваркам, в баке придется создать повышенное давление. Для этого устанавливаются электрические компрессоры, которые нагнетают воздух в водяной бак, либо берут воздух под давлением из системы кондиционирования воздуха. И этот самый воздух выталкивает воду к потребителям. Почти все компоненты системы водоснабжения имеют обогрев. Ведь на высоте снаружи минус 50, и если дать воде замерзнуть в трубе, ее просто разорвет. А протечка в самолете – это всегда риск повредить другие системы. Чтобы этого не допустить, если самолет стоит на морозе больше часа, воду сливают и продувают трубы воздухом, чтобы внутри не осталось ни капли. Обслуживание водяной системы выполняется на отдельной панели. На ней можно найти штуцер для подключения шланга для заправки водой, органы управления заправкой и сливом, а также штуцер для подключения источника воздуха для продувки системы. С конструкцией мы более или менее разобрались. А вот что у нас с безопасностью? Правда ли, что в самолет заправляют техническую воду? Можно ли пить чай и кофе в самолете? Вот смотрите. Санитарные требования к воде применяются довольно жесткие. Для начала в самолет заправляется только питьевая вода, никакой технической. У водителя машины в обязательном порядке есть сертификат, который подтверждает безопасность заправляемой воды. Причем годность этого сертификата всего несколько часов, затем новый анализ и новый сертификат. Сама машина раз в неделю проходит обеззараживание хлоросодержащим раствором, а вот водяная система самолета дезинфицируется раствором перекиси водорода. Кроме всего прочего, вода в самолете имеет срок годности – 72 часа, поэтому ее регулярно сливают. Ну и в качестве финального штриха проводить одновременное обслуживание водяной и туалетной систем строго запрещено. Машины для обслуживания этих систем паркуются отдельно, и запрещено, чтобы один техник в смену заправлял и туалеты, и воду. Считаете ли вы эти меры достаточными? Напишите в комментарии. Итак, мы разобрались, как работает система водоснабжения и удаления отходов в самолете. От первых туалетов системы ведро и до современных вакуумных систем прогресс колоссальный. Сегодня все герметично, гигиенично и максимально безопасно. А вода на борту проверяется строже, чем у вас дома из-под крана. Теперь вопросы к вам. Пьете ли вы чай или кофе на борту? Или предпочитаете держаться подальше от самолетной воды? И признавайтесь, кто из вас все еще вздрагивает от этого зловещего звука? А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, нам еще есть что обсудить. Скоро увидимся.